Всем привет, меня зовут Валентин. Добро пожаловать в домотехнику на Типанова 34 в Санкт-Петербурге. Сегодня мы приготовили для вас нечто особенное. Многие говорили о качествах топки, о том, какое большое гнутое стекло может быть, прямоугольной формы, овальной формы. Многие говорили о качественных характеристиках каминов. Мы же хотели бы сосредоточиться на более практичных вещах, а именно уход за камином. Это касается и чистки дымохода, и чистки топки. В салоне домотехника на Типанова есть специальные сертификаты. Называются они Maxi и Light. Они позволяют на ваш объект пригласить нашего специалиста, который почистит и дымоход, и топку. Чистка дымохода осуществляется щетками. Это либо стальные для кирпичного дымохода, либо нейлоновые для дымохода из нержавеющей стали. Многие дымоходы смонтированы так, что в них присутствуют горизонтальные участки. Я забрался на стремянку, чтобы показать вам наш горизонтальный участок с ревизией, который позволяет посмотреть, насколько дымоход загрязнен. Наш дымоход мы не чистили около года, может и больше. Поэтому у вас будет прекрасная возможность посмотреть, что же там происходит. На данный момент все наши специалисты по чистке дымохода заняты на объектах, поэтому я вам лично покажу, как открывается ревизия, и мы посмотрим, насколько он загрязнен. Мы специально делали несколько протопок, чтобы показать, сколько золы образуется. В нашем случае с 6 протопок сухими дровами березы, лиственными породами. Некоторые предпочитают топить брикетами, тоже вариант. Но обратите внимание, если внизу столько образуется золы, сколько оседает на дымоходе. Если ваш объект находится в строительстве, и вы уже поставили камин, строители могут топить его для обогрева, например, если нет еще центрального отопления. Они могут топить его пластиком, строительными остатками, древесиной с краской, остатками еды, чем угодно. Естественно, это загрязняет дымоход, дымоход коксуется и возникает угроза возгорания. Это беда. Самым чувствительным элементом к загрязнению, очевидно, является стекло. Обратите внимание, насколько оно сильно закоптилось снизу. Это может быть результат длительного горения, потому что температура снижается в топке, стекло коптится, либо просто смоленистые дрова, то есть хвойные породы загрязняют стекло топочной камеры. Для чистки есть два варианта. Любая топка с подъемным механизмом имеет возможность открывания в бок, чтобы стекло можно было прочистить. Это позволяет получить доступ практически в любые углы топки и стекла и довольно удобно чистить. Когда вы только планируете приобретать топку, сразу обратите внимание на внутреннюю футировку. Варианта, в общем-то, 3. Первый вариант — это керамика, она быстрее всех загрязняется, потому что она светлая, и она имеет матовую текстуру. Отмыть ее, к сожалению, довольно проблематично. Второй вариант — это шамотный кирпич. Он более желтого цвета, но обладает теми же свойствами. Он светлый внутри, но со временем он потемнеет. Чугунная футировка наиболее практична в этом смысле, потому что даже при загрязнении она, в общем-то, оставляет тот же черный цвет, и не видно такого большого контраста. Во многих топках предусмотрен зольник, который позволяет складывать при горении золу аккуратно внутрь и потом, соответственно, вычищать. Есть топки, которые не оснащены зольниками, они обладают так называемым подовым горением. Чистить их, в общем-то, так же несложно, как и с зольником, поэтому это на выбор никак не должно влиять. Существует масса способов чистить стекла каминов. Один из самых популярных, естественно, это чистка золой. Его используют уже очень давно, но он несколько устарел. Поэтому предпочитают современные чистящие средства. Из них всех особенно хотелось бы выделить наше фирменное средство компании ДМО.
потому что оно специализируется на чистке стекол камина. Давайте посмотрим, как действует каждое из популярных средств в очистке стекла и решим, какой из них наиболее эффективный. Ну что, мы испробовали множество разных средств, в том числе и сантехнических, которые убивают микробов наповал. Показатели совершенно разные. Некоторые сантехнические средства, которые убивают микробы наповал, какой-то результат дают, но они грозят разъесть внутренний обклад стекла наряду с сажей топки. Поэтому все-таки мы рекомендуем использовать специализированное средство компании МО, потому что оно никак не влияет на работоспособность топки. Итак, мы показали вам, как ухаживать за камином, как чистить дымоход, показали наше невероятное средство очистки стекла, что, собственно, не является рекламой. Мы желаем вам, чтобы ваш камин был таким же чистым, как тот, что стоит за моей спиной. Конечно, обслуживание каминов — это очень важно, это не просто эстетически важно, это ваша безопасность, ее важно соблюдать, поэтому чистите ваши камины своевременно. Подписывайтесь на наши социальные сети, заходите на сайт kamin.ru, ставьте лайки, лично мне будет очень приятно. С вами был Валентин, пока!